Вы на канале «Это вкусно». Сегодня у меня заготовки на зиму. Вот такое замечательное овощное ассорти, которое я буду мариновать и закатывать в банки. Это очень удобно. Открыл одну баночку и весь огород у тебя в тарелке. Овощи старайтесь выбирать не крупные, так удобнее заполнять баночки. Ну а что касается набора овощей, то берите на свое усмотрение то, что вам нравится. У меня сегодня огурцы, помидоры черри, сладкий перец, цукини, морковь, цветная капуста и стручковая фасоль. Из специй я беру чеснок, острый перец, корень и листья хрена, укроп и листья вишни. Для маринада мне нужно на 1 литр воды 40 грамм соли, 60 граммов сахара, 40 граммов уксуса 9%. Все овощи я промыла, теперь их нужно подготовить. Разделяю цветную капусту на соцветия, не очень большие. Количество тех или иных овощей регулируйте сами. Любите цветную капусту, положите больше, не любите, исключите вообще. Кабачки. Я нарезаю их длинными брусочками. Можно нарезать колечками. Морковь я также нарезаю брусочками, только потоньше, потому что морковь сама по себе очень плотная. У меня на канале есть замечательные и необычные рецепты приготовления икры на зиму. Видео вы можете посмотреть, кликнув по ссылке в правом верхнем углу. У сладкого перца отрежу основание побольше, чуть позже я покажу для чего. Нарезаю перец кусочками. Основание очищаю и сделаю вот такой цветок из перца и цветной капусты. В банке красиво будет смотреться. Огурчики у меня разных размеров. Маленькие я так и оставляю, а у тех, что чуть побольше, отрезаю хвостики. Специи я почистила и нарезала. Банки и крышки я простерилизовала. Банки у меня объемом 1,5 литра. На дно банки я закладываю понемногу укропа, листья и корень хрена, листья вишни и чеснок. А дальше в произвольном порядке укладываю овощи. Не забываем про цветок. Наверх обязательно добавляю кусочек острого перца, чеснок и зонтик укропа. Заполняю остальные банки. Заливаю овощи кипятком. Накрываю крышкой и оставляю на 15 минут прогреться.
После чего воду сливаю. Кипячу и заливаю второй раз, только уже на 8-10 минут. Если вам кажется, что способ со стерилизацией проще и быстрее, то воспользуйтесь им. Залейте овощи маринадом, поставьте банки в кастрюлю с горячей водой и стерилизуйте с момента закипания 10-15 минут, а затем закатывайте. После второго раза воду с овощей я сливаю в мерный ковшик, так как количество соли, сахара и уксуса у меня идет в расчете на 1 литр жидкости. Первый литр переливаю в кастрюлю, сливаю остальное. С 3 1,5-литровых банок у меня получилось почти 2 литра жидкости. Доливаю до нужного объема воду и отмеряю специи. Сыпаю в ковшик соль, сахар из расчета на 2 литра жидкости, размешиваю и добавляю в кастрюлю. Ставлю на плиту и довожу до кипения. Снимаю с огня, добавляю уксус и разливаю по банкам. Закрываю крышками. После чего банки нужно перевернуть и укутать до полного остывания. Вот такой красивый и вкусный огород в банке сегодня получился. На мой взгляд, это очень удобно. Открываешь зимой одну баночку, а там весь ассортимент любимых овощей. Мои любимые рецепты заготовок на зиму смотрите в этой подборке, все очень вкусно. Понравился сегодняшний рецепт? Поставьте лайк этому видео и не забудьте подписаться на канал, это вкусно.